Приветствую вас, друзья. Если вы смотрите это видео, значит вы решили ознакомиться с тем, что есть из себя моя консультация. Ну что ж, я могу сказать вам следующее. Усаживайтесь поудобнее, включайте наушники, погружайтесь в атмосферу. Может быть, какая-то информация, которую я буду излагать, она будет для вас полезна не только в контексте того, какую карту я решил взять для примера, но и в целом для понимания того, как работает астролог, с чем он соприкасается. Я подозреваю, что многие из тех, кто будут смотреть эту видеозапись, быть может, с астрологией, профессиональной астрологией не сталкивались вообще ни разу и ни разу не обращались за консультацией к астрологу. Ну, быть может, просто кому-то интересно увидеть воочию, так сказать, то, как работаю именно я. Я буду искренне стараться делать работу с вышеперечисленными поправками, чтобы это было максимально, так скажем, понятно и доступно абсолютно всем, кто решит посмотреть это видео. Но обещать наверняка не могу, потому что на то есть много причин на самом деле. Дело в том, что, и я уже, так скажем, перехожу к тому, что есть из себя моя консультация. Дело в том, что астрология, знание само по себе довольно-таки специфическое. Я бы сказал, максимально специфическое и крайне отличное от той картины мира, которой нас учат, ну, в общем-то, с детства, потом в школе, в университете и так далее. То, как человек мыслит среднестатистически сегодня, человечество в целом мыслит примерно последние 300 лет. Это называется научный детерминизм. Это то, когда мы вырываем из контекста некую одну цепочку, где есть причина и следствие, и говорим, что ну вот это событие произошло, потому что вот так, потому что перед этим какая-то там переменная сработала, триггер запустил некоторое количество процессов, чаще всего все сводится к одному процессу, и причиной является вот, собственно, то, что было изначально. Хотя на самом деле, если мы обратимся немножко к прошлым, так скажем, традициям и тем знаниям, которые были накоплены ранее, мы понимаем, что люди раньше в этом смысле мыслили несколько иначе. Они смотрели на мир с позиции холизма, с позиции целостности. И астрология этому не исключение, естественно, а подтверждение, и она целиком и полностью выстроена на этом знании. В чем его суть? В том, что сумма некоторых частностей никогда не будет равняться чему-то целому. Это принципиальная разница. Разница в том, когда мы об одном каком-то конкретном человеке судим по каким-то его характерологическим параметрам, которые мы можем взять на самом деле много откуда. Не только из астрологии, просто в астрологии так пытаются делать те, кто в ней пытаются разбираться именно с позиции детерминизма. Мы можем взять генетику, биологию, психологию, историю или еще чего-нибудь. Но это все лишь только отдельные грани проявления конкретной реальности конкретного человека, но не целиком вся эта реальность. Это один момент, он очень важный, об этом стоит помнить, и в дальнейшем вы поймете, почему я сделал принципиальный акцент именно на этом моменте. Далее я дам пояснение, которое я обычно традиционно даю в рамках любой моей консультации, когда работаю с человеком первый раз. Наиболее распространенные вопросы, которые задают астрологу вне предметов вопросов консультации, а вообще в целом, это то, насколько астрология точна и насколько все в жизни человека, ну так скажем, предопределено заранее.
Теоретически объяснить это, конечно, все можно, но проще, естественно, сразу сходу привести пример. И удобно, конечно, что сейчас у вас есть возможность увидеть некоторый гороскоп вживую перед собой, потому что обычно я даю информацию в формате аудиозаписи, и там многое человеку приходится представлять, но хотя, опять же, видеть гороскоп, видеть внутреннюю сторону работы астролога, в общем-то, ему не нужно. Ему нужны даты и ответы на конкретные вопросы. Так вот, вот так вот выглядит гороскоп человека. То есть сразу уясним, что любой прогноз, он строится на основе некоторого знания, понимания о качестве момента, о моменте рождения человека. Момент рождения человека несет в себе определенное количество предрасположенностей, которые в течение жизни реализуют себя. Этот момент в, так скажем, попсовой астрологии связывают просто с прохождением Солнца по зодиакальному кругу. То есть, если мы знаем, что человек родился 4 августа, то, следовательно, он лев. Почему? Потому что в определенные даты Солнце находится в проекции на эклиптику, оно находится в знаке зодиака Лев, не в созвездии Льва. Созвездие это другое, это имеет отношение к астрономии. Но дело в том, что человек, он не про только лишь один знак зодиака, не про только лишь одно положение Солнца. В гороскопе человека, наверное, в равной степени интересны помимо Солнца и все остальные составляющие. И ту информацию, которую мы можем извлечь, зная о том, какого знака зодиака человек, то есть в каком знаке зодиака находится Солнце на момент рождения человека, дает нам порядка 10-15% информации, не более, а может даже и менее в некоторых случаях. Для нас важно не только Солнце, но и Луна, и Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон, Уран, Нептун и много чего другого на самом деле. Как видите, это только часть того, что я описал. Теперь по поводу примеров. Возьмем некоторую такую для вас, может быть, сейчас абстрактную переменную, как пятый дом гороскопа. Вот он, пятый дом. Конкретно у госпожи Меган Маркл, герцогини Сассекской. Пятый дом гороскопа. Каждая точка знака зодиака и каждое, его, так скажем, пространство, оно определено соответствующим символизмом, наделено символизмом. Несет в себе определенный смысл, некоторую грань проявления в жизни, в реальности человека. И пятый дом конкретно, он отвечает за такие, казалось бы, разные вещи, как любовь, дети, хобби, творчество, увлечение, скажем, бизнес, в частности, на этапе его становления и открытия. Казалось бы, очень разные категории, очень разные плоскости, где может человек себя проявить. Но смысл везде, во всем вышеперечисленном один и тот же. Это безвозмездное альтруистичное проявление себя. Или же абсолютная любовь. Все из вышеперечисленного можно назвать детищем конкретного человека. Детищем в широком смысле слова. И, допустим, мы видим перед собой два гороскопа, у которых в прогностике есть какая-то определенная динамика, то есть мы видим, что наступают периоды, которые позволяют нам говорить о том, что будет активен пятый дом гороскопа в ближайший момент времени, так сказать. Но перед нами два разных гороскопа, два разных человека. Скажем, девушка лет
18, 20, 25 и, к примеру, взрослый мужчина лет 60. Кто из них с большей долей вероятности влюбится и родит ребенка? Я думаю, ответ здесь очевиден. А кто из них, скажем, ну, опять же, если мы немножко подубавим еще возраста этой девушки, пусть ей там будет 18-20, школа, первый курс университета, ну и взрослый мужчина, кто из них с большей долей вероятности, скажем, откроет свой бизнес или увлечется подледной рыбалкой? Я думаю, здесь тоже ответ очевиден. Вот то, что касается, допустим, интерпретации гороскопа, это то, что я перечислил, то, что я привел, и то, что касается именно астрологии, это часть того, что учитывает астролог, когда он делает соответствующий прогноз. Потому что есть такая вещь, как социокультурный и жизненный контекст. Это тоже очень и очень важно. То есть, допустим, ну, представить себе молодую девушку, которая, скажем, родилась в Индии, примерно, ну, и выросла там, и там живет, и вот ей 18-20 лет, ну, какова вероятность у нее открыть бизнес в Индии, скажем, там лет 50 назад? Ну, она где-то в районе нуля примерно. Сейчас, если эта девушка европейка, опять же, культурный контекст иной совсем, да и физиологические возможности тоже у нас над ними как только не изощряются в плане того, кто там может рожать детей и так далее, как и при каких условиях. Вот это все, естественно, как и возраст, как и пол, как и культуру, и окружение, и историю, конкретную историю самого человека, все это учитывает астролог, прежде чем выдать прогноз, выдать какие-то определенные варианты реализации тех или иных событий. И в принципе здесь же я плавно перехожу и к следующей части вопроса, тому, что касается точности. Дело в том, что когда мы говорим о точности, нужно понимать, что этот вопрос из разряда научных вопросов. Астрология, она не научна в современном понимании того, что есть наука, она не отвечает практически ни одному критерию научности. Потому что в астрологии невозможно повторить эксперимент. Мы не можем родить двух абсолютно одинаковых людей одновременно и наблюдать за их жизнями. В астрологии мы не имеем возможности по-настоящему, как это подразумевается в науке, вынести экспериментатора, наблюдателя за пределы эксперимента, потому что наблюдатель и экспериментатор, он является неотъемлемой частью того процесса, который реализуется, и просто так эксперименты они не получаются или не получаются. У каждого экспериментатора есть свой гороскоп, своя обусловленность, свои показатели на успех, свои показатели на условия, на успех в науке тоже в том числе. Вот. То, что касается, допустим, критериев, когда мы можем, ну, так скажем, опровергнуть, да, то, что мы предполагаем, что подразумевает научность ту самую, да, мы тоже не можем этого сделать, потому что мы не можем представить себе ситуацию, в которой Солнце развернется и пойдет вспять. И гороскоп не построится таким образом, которым он построится через сутки. Он будет построен в любом случае. Ну и причин тому на самом деле очень-очень много. Теперь то, что касается точности. Точность, она определена в первую очередь, пожалуй, наверное, тем, насколько хорошо конкретный специалист умеет работать с программой. То есть, когда мы говорим про точность, так скажем, математическую какую-то, астрономически математическую,
Здесь эта ситуация снимается сама собой, потому что вы видите соответствующий софт, программное обеспечение, которое позволяет нам четко знать, где, в каком градусе, минуте, секунде находится та или иная точка. То есть здесь точность максимальна. То, что касается точности интерпретационной в рамках конкретного символизма, это уже умение синтезировать то, что человек видит в гороскопе, что он видит перед собой в плане конкретного человека, его жизни, связывает это с жизненным культурно-социальным контекстом, ну и, собственно, тем, что происходит в мире. Вот это то, что касается точности. Мы однозначно, допустим, видя какую-то динамику пятидомную, да, мы можем говорить о том, что да, она будет реализована, она может быть реализована вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Но, опять же, девушка, которая, скажем, выросла в семье артистов, к примеру, и пошла в соответствующее учебное заведение, она вполне может погрузиться в какой-то творческий проект, а не рожать детей или влюбляться. Может быть, у нее вполне выстроены свои какие-то представления о том, что в ее возрасте для нее актуально и что для нее является тем самым вот детищем и должно быть именно здесь и сейчас. Вот. Я думаю, с этими вопросами мы разобрались, и теперь можем переходить уже, в общем-то, к описанию гороскопа. К описанию гороскопа человека, который довольно известен, но здесь, правда, тоже есть несколько особенностей, о которых я упомяну, которые нужно обязательно учитывать, когда мы занимаемся разбором подобного рода карт, подобного рода людей. Дело в том, что гороскопы знаменитостей, они чем, во-первых, интересны, тем, что их, как правило, достаточно легко читать, на них легко учиться новичкам, но здесь есть обратная сторона медали. Некоторые вещи, которые касаются позиционирования личности, ее характера, истинного характера, того, что вы получаете от взаимодействия с конкретным человеком, того, что вы можете о нем сказать, столкнувшись с ним, побывав, так сказать, в его поле и пространстве, картине мира, оно может разительно отличаться от того, каким этот человек представлен в СМИ, каким он представляется для масс, для людей. И некоторые вещи, которые, опять же, видны астрологически, видны достаточно ярко, они могут быть тщательно скрыты или поняты, так скажем, неправильно распознаны мотивы. Потому что, мотивы, конечно, мотивы, они принципиально важны, когда мы пытаемся понять, что за человек перед нами находится. Ладненько, поехали. Когда мы говорим про астрологию, про знаки зодиака, естественно, первое, о чем мы начинаем говорить, это положение Солнца в знаке зодиака. Это малое количество информации, особенно оно малое в том случае, если в нашей пока еще все-таки патриархальной стране речь идет о гороскопе женщины. Потому что в соответствии с культурным контекстом, который актуален, повторюсь, не для всей страны, а для большей ее части и меньшей части известно какой нашей страны, опять же, лоббирование воли, утверждение себя в этом мире, идея созидания, идея абсолютно безграничной власти, она, как правило, транслируется на некую иную, другую фигуру. Не зря, в конце концов, в астрологических учебниках, и я уже думаю, уж с этим точно никто спорить не будет, опять же, даже в наших пишут о том, что Солнце для женщины это, некий прообраз ее
мужа, так скажем. Ну, на самом деле, конечно же, не только мужа. Вообще Солнце конкретно в гороскопе человека это архетип Творца, Созидателя, фигуры, которая является проводником воли, лоббирования своих интересов, целей в этом мире, показатель влияния на этот мир. И чаще всего это сначала Отец, потом эта проекция транслируется, переносится, точнее говоря, на того мужчину, который находится рядом с женщиной, либо если это мужская карта, то, соответственно, человек это культивирует в себе. Хотя, опять же, далеко не факт. Дальше двигаемся. Когда мы говорим про положение Солнца в том или ином знаке, мы понимаем то, как человек привык влиять на этот мир, ни много ни мало. И варианты преломления, вот в зависимости от знака зодиака, этого влияния на мир, их очень-очень много. Их 12, и они кардинально различаются. И сразу скажу, если вы читали общие, так скажем, какие-то характеристики знаков зодиака, там очень много понамешано того, что к этим знакам на самом деле не имеет никакого отношения. Потому что отдельные качества, типа, допустим, чувственности человека, они к Солнцу и, то есть, соответственно, к знаку зодиака, они не имеют никакого отношения. То есть говорить о том, что раки, они чуткие, это, ну, также неправильно, как говорить о том, что машина, в которой двигатель стоит 5-литровый, она быстрее всех. Вот. Ну, я думаю, вы поняли идею, да? Что есть Солнце и за что оно конкретно отвечает или не отвечает. Пример я привел на Венере. Венера это показатель чувственности человека. Итак, Солнце это уникальность, это эго, это воля, это некий центр, вокруг которым человек может влиять на этот мир, и вокруг которого может собрать каких-то других людей. Конкретно, когда Солнце находится у человека во Льве, ему от природы дано, заложено самое естественное, самое понятное для этого мира, в котором он живет, проявление качеств конкретной планеты. Поясню, о чем здесь идет речь. Когда мы говорим про власть, волю, про возможность влиять, возможность единолично влиять, возможность быть особенным и уникальным, про такую вещь, которую называют харизма, высокая энергетика, притягательность, ну и так далее, там эпитетов на самом деле много, то чаще всего наиболее таким тождественным, архетипически тождественным проявлением вот этого положения, этих характеристик является фигура какого-то такого короля, властителя. И вот это имеет прямое отношение к знаку Лев. Это наиболее понятное, естественное его положение в обществе. Это, знаете, как своего рода вот светофор, да? Мы-то понимаем, вроде как всех с детства учили о том, что на красный ты стоишь, желтый приготовиться, внимание там и так далее, да, зеленый можно передвигаться. Но тем не менее у нас почему-то количество аварий не уменьшаются, все ездят очень по-разному в зависимости от того, что они видят, на какой сигнал они видят на светофоре. То же самое и со знаками зодиака. И вот однозначное поведение и однозначное положение – это положение обители, это положение как раз вот здесь Солнце во Льве. То есть сказать о том, что этот человек каким-то таким специфическим образом будет проявлять свою волю, которым это будет непонятно. Нет, здесь это абсолютно понятно, это абсолютно ярко, это видно, это однозначно. И это понятно для окружающих. И человек действительно в этом плане, вот в контексте проявления себя, он будет таким, какой он есть. Есть еще очень важный параметр, точнее говоря, набор параметров. Уж не знаю, как это в контексте
обозвать в контексте гороскопа, это дома гороскопа. Это то, где, в какой сфере жизни все это мероприятие проявляется, где действительно удобно человеку проявлять именно вот таким вот образом некоторый пласт своей психологии. Первый дом гороскопа отвечает за тело, за внешность, за первичное восприятие человека в социуме. То есть это то, как его воспринимают окружающие, ну вот наиболее такое, скажем, яркое, первичное. Как вот когда говорят, встречают по одежке, это имеет самое прямое отношение как раз к первому дому гороскопа. Здесь у госпожи Меган Маркл есть некоторый такой резонанс, диссонанс, точнее говоря, между тем, что есть ее внутреннее львиное содержание, и тем, каковой она представляется для человека первоначально. Асцендент у нее находится в знаке рака. Рак в этом смысле знак, который принципиально отличается от льва. Общие характеристики знака рака, я сейчас буду их приводить, и заранее прошу, пожалуйста, тех, кто слушают интерпретацию знаков зодиака, не примерять их на себя, если вы по знаку зодиака являетесь, ну, так скажем, носителем, да, этого знака. Солнце у вас находится там в этом знаке зодиака. Почему? Потому что то, о чем вы думаете, что вы есть из себя именно вот это, может быть этим на самом деле по совсем другой причине и в силу абсолютно других положений и абсолютно других, ну, каких-то психологических параметров. Так вот, знак рака, он в отличие от льва, во-первых, здесь есть полная аналогия типам темпераментов. Вообще астрология, точнее говоря, психология, она во многом выстроена как раз на том, что известно астрологически, известно достаточно давно. Холерики – это огненная стихия, меланхолики – это водная стихия. Ну, если кто так примерно помнит университетские или школьные курсы по психологии, разницу между, скажем, Атосом и, это я про мушкетеров, и Д'Артаньяном, между Пьеро и Буратино, ну, плюс-минус все как-то вот около того помнят. Вот. Но и здесь есть некоторые поправочки, естественно. То есть не все так далеко однозначно. Так вот, знак рака. Если лев это про власть, то рак это про то, что дает возможность проявления этой власти. Это про то, когда есть некоторый процесс, который должен протекать, и идея знака рака в том, чтобы заботиться о том, чтобы этот процесс происходил, чтобы он реализовывался. Если Солнце архетипически управитель льва это отец, то Луна управитель рака это архетипически мать. То есть это та структура психологическая, которая дает гарант жизни. Допустим, когда мы говорим про гороскоп государства, то управитель страны это Солнце, а народ, то, что дает опору власти, Родина, мать, это Луна. Ну, здесь аналогии те же самые, и чисто психологически, я думаю, вы понимаете разницу между раком и львом. То есть, если рак это про защиту, рак это про какие-то вещи, связанные с эмпатией, с заботой, с минимальными биологическими потребностями, с сном, едой, водой, ну и так далее, то лев это уже несколько про другие вещи. Асцендент у нее в раке, а солнце в первом же доме у нее находится во льве. Это очень сильно в ее поведении, в столкновении с ней, во взаимодействии с ней достаточно быстро приоткрывается, и человек понимает, что то, что он видит перед собой, вот та картинка первичная, она тут же разрушается моментально, практически сразу. Очень яркой, достаточно такой властной, харизматичной личностью и однозначным заявлением о себе, о своих намерениях, о своей воле в этом мире. Хотя с виду, со стороны, ну, вроде как все очень мило, очень вполне
безопасно. Люди, у которых асцендент находится в знаке рака, они всегда вызывают доверие у окружающих. Это архетипическая мать, когда на такого человека смотрят со стороны. Вот пойти как бы поплакаться в жилетку там человеку, у которого асцендент находится в знаке рака, что-то с ним там поделиться о чем-то, рассказать ему. Эти люди вызывают доверие, так они устроены, такова их внешность, такова их внешнее проявление, внешняя подача себя. Но конкретно у этой женщины, у нее впоследствии приоткрывается некоторый другой пласт ее личности, так скажем. Конечно же, здесь очень интересно в связи с тем, что мы уже заметили, посмотреть на ее биографию и посмотреть на то, какая фигура была проводником вот этого всего мероприятия, в частности, фигура отца. Потому что когда мы говорим про родителей, понятное дело, у одних и тех же родителей могут родиться разные дети, у разных детей разные гороскопы. И то, как эти родители представлены в гороскопах детей, говорит не о том, каковыми эти родители являются на самом деле, а о том, как воспринимали дети, каждый отдельно взятый ребенок, как он воспринимал в конкретный момент времени своего рождения этого родителя, в каком он находился пространстве вариантов. Почему вообще мы работаем с гороскопом и почему это важно? Потому что гороскоп это момент отпечатка очень мощного, очень стрессового, очень болезненного и безумно глубокого отпечатка всей той обусловленности, в которой находился человек, рождаясь в этом мире. Это момент максимальной тождественности себе, момент того, когда все следствия, все причины сошлись в одной точке, и в этой точке человек в этот момент рождается, в конкретный момент времени. И все это буквально как такой многотонной кувалдой отпечатывается на его подсознании и, так скажем, выбивает определенный узор в его психологии, в его личности. И это одна из тех причин, почему мы очень многие вещи впоследствии уходят корнями в детство, даже в преднатальный период. И, собственно говоря, почему в том числе люди и не помнят то, что с ними происходило, начиная с самого первого момента. Тут, конечно, опять же, это, естественно, не одна причина, помимо там формирования мозга и так далее, и так далее. Причина далеко не одна. Но то, что в жизни человека есть несколько периодов, несколько моментов, когда он максимально тождественен себе и максимально приближается к своему гороскопу, это однозначный факт. Самое первое, мы его не помним, это наше рождение, а самое последнее для нас уже бесполезно, потому что это наша смерть. На смертном одре люди предельно честны сами с собой и очень редко врут, и это вот тот самый период встречи. А между всем этим бывают микрорепетиции, кризисы так называемые, о которых написано очень много литературы. Я думаю, вы уже неоднократно слышали и сталкивались с тем, что многие люди после каких-то определенных кризисов, они что-то пережив, что-то для себя поняли, у них изменилась жизнь там, и так далее, и так далее. Они просто столкнулись с истинными, со своим истинным наполнением. Отец Меган Маркл. Член епископальной церкви, мать протестантка. В принципе, здесь что-то вы можете успеть. Бывший директор, успеть прочитать, бывший директор по освещению, удостоенный премии дневной Эмми, благодаря своей профессии, маленькой дочь часто посещала съемочную площадку. То есть человек творческий, человек управляющий процессами,
связаны с тем, что есть внешняя активность, внешнее проявление, сцена. То есть, ну, я думаю, вы знаете, если вы хотя бы чуть-чуть интересовались этой персоной, то знаете, что Меган Маркл, она была актрисой. Вот. Так что здесь, в принципе, вот контекст рождения, он вполне себе очевиден и понятен. Вот, это один только параметр. Видите, в принципе, очень много можно вытащить из одного положения в знаке, в доме. Хотя это, казалось бы, это только мизерная часть гороскопа. Двигаемся дальше. Луна. Ну, про Луну я уже многое сказал. То, что касается, допустим, характерологических моментов, имеющих отношение к конкретному человеку, Луна – это психология человека. Если Солнце – это его воля, ну, абстрактно воля, намерение, лоббирование себя, осознание, еще это осознание самоценности и самоуникальности, то Луна – это инстинкты, Луна – это эмоции, эмпатия. Для женщин это все, что касается фигуры жены. То есть, опять же, ну тут здесь, в принципе, одинаковые для мужчин и для женщин. Солнце – это фигура мужа, Луна – это роль, точнее, роль мужа. Луна – это роль жены, роль матери, это идея материнства как такового и того, как оно реализуется. Это то, что необходимо человеку для выживания в мире в целом. Еще Луна – это то, к чему человек откатывается в момент стресса. Инстинкты начинают какие-то работать у человека, и он начинает вести себя соответствующим образом. То есть, если мы говорим там про Луну в воздушных знаках, скажем, да, они начинают нервничать, начинают много говорить. Потому что у них Луна воздушная, это сангвиники, связь, коммуникация. Им нужно дистанцию каким-то образом, ну, пространство для себя вербализировать. Воздушные знаки – это Водолей, Близнецы и Весы. Это про коммуникацию, в первую очередь, связь их, базовый смысл. Просто каждый немножко под своим углом это раскрывает. Вот. И здесь Луна, она как раз говорит о том, что человек этот, он, будучи по Луне в Весах, для него связь с конкретным человеком, потому что знак Весы с психологической точки зрения, психологическая интерпретация – это взаимодействие с конкретным человеком. Луна в Близнецах – это просто, допустим, разговаривать, да. В Водолее – это причастность к группе, к социуму. Но вот то, что касается Весов, это конкретное взаимодействие с человеком. То есть, допустим, для такого человека страшно остаться одному. Страшно быть, ну вот просто как когда ты сам по себе. Ему важно с кем-то взаимодействовать, с кем-то коммуницировать. Ему безопасно тогда, когда есть кто-то, с кем вот можно еще быть рядом. И, конечно же, естественно, поскольку Луна это еще и про эмпатию сама по себе, то есть она как некоторый набор характеристик, которые подкрашиваются уже знаком конкретным, да. Здесь Луна, будучи в Весах, она про налаживание мостов, она про дипломатизм. Такие люди, как правило, очень неплохо чувствуют то, что нужно другому человеку для взаимодействия. И в принципе они могут договариваться действительно, потому что в этом смысле они интуитят людей. Вот. Ну и соответственно вот такие вот особенности. Пока что домов сильно касаться не будем, кроме первого. Пройдемся вот по пятерке личностных планет. Здесь у нее вообще, конечно, очень интересные завязки во многом. Двигаемся дальше. Вот если мы говорим про природу Солнца и Луны, Солнце и Луна это в своей сути идея бинарности, это дуализм. Ну, где-то можно сюда приплести единство и борьбу противоположностей, но это будет не совсем правильная интерпретация того, что есть в восточной культуре и философии. И следующим, так скажем, это вообще это жизнеобразующие две точки в гороскопе любого человека, абсолютно любого, которые работают с самого детства, и Солнце, и Луна.
Это однозначно так, хотя я знаю, что на эту тему со мной многие мои коллеги поспорили, начав рассказывать о том, что там солнечный возраст это после 40 там, и так далее, но это все как бы современные реалии культурно-исторических процессов, которые были начаты еще с 20 века, с начала 20 века, вследствие которых, собственно, так и популярны именно солнечные гороскопы, ну и так далее и тому подобное. К этому я в рамках вот этого вот видео возвращаться больше не буду. Идея троичности, я думаю, что вы ее тоже видели, наблюдали, слышали, и вокруг этого построено огромное количество и философских учений, и религиозных, и много-много чего. То есть, ну, те, кто соприкасался с немецкой философией, тезис, антитезис, синтез там, и так далее, все это, я думаю, помнят. Так вот, человек в этом смысле, он также носит в себе идею того самого тезиса, то есть Марс – это импульс, это активность действия. Антитезис – пассивность, Венера – восприятие, чувственность. В принципе, и Венера, и Луна оба в каком-то смысле они отвечают за восприятие, но восприятие не обусловленное, инстинктивное – это Луна. Восприятие оценивающее, чувствующее – это Венера. И синтез – это Меркурий. Мы что-то сделали, что-то получили, но нам же еще это понять нужно это обдумать. Это наши мозги, это ментальность, это то, как человек формулирует, вербализует этот мир, интерпретирует для себя. Сразу еще замечу один момент. В психологии, опять же в современной психологии, научной психологии, то есть психологии детерминистичной, очень многие вещи принято разделять и, ну так скажем, сводить, опять же, к конкретному какому-то, не знаю, там, сигналу, конструкции, или в зависимости от того, какую мы науку берем, плоскости реализации, там, к примеру. Вот в астрологии такого нет. В астрологии, допустим, когда мы, приведу пример, опять же, когда мы говорим про память, да, память, она очень разная. Она бывает физическая, моторная, бывает рефлекторная, луна, эмоциональная память. Бывает тактильная память, которая в большей степени связана с Венерой, чувственная составляющая. То есть вы же помните разницу между холодным металлом и шелком, там, например, да, или шерстью вашей кошки там, или еще кого-то. Ну и память на цифры, номер телефона там, или еще что-то. То есть это все разные грани проявления некоторых конструкций. Я их называю психические потенциалы и конструкты. Ну, потенциалы в большей степени к мужским можно отнести, конструкты это по большей части женские. Планеты тоже делятся на мужские и женские, на янские и инские, на экстравертивные и интровертивные, как и знаки, в принципе. И вот если Марс это проявление вовне, это активность, это агрессия, это экспансия, это решение человека, это его действие, это то, как он огрызается, борется, и то, как на него нападают, то, где он для себя интерпретирует агрессию, какие-то риски или еще чего-нибудь, да. Венера то же самое, это его чувственность, это то, что ему хочется, нравится, что ему приятно, но и вместе с тем это то, что он идентифицирует в других людях, как то, что приятно, нравится, здорово, хорошо, классно и так далее. Ну и Меркурий, средство коммуникации, ментальность и вербализация этого мира, перевод его в смыслы, его смыслов в знаки, символы, слова, тексты и даже образы. Но образы по большей части, они еще и с Луной связаны, тоже немаловажно. Разобрались с этим. Замечу, что я далеко не на всех консультациях так подробно расписываю то, что касается тех или иных положений, потому что консультация строится вокруг запроса. Всегда. В этом ее принципиальная разница от любого какого-то такого спонтанного интереса к
к чему угодно вообще в этом мире, да, когда человек хочет что-то попробовать, и как вот ему там это зайдет, не зайдет там, и так далее. Астрология, она действительно дает вот то, что называется, дает результат только тогда, когда есть запрос. Потому что когда у человека нет запроса, вот вы просто так ради развлечения к медикам ходите? Нет, не ходите. Вот то же самое и в астрологии, абсолютно то же самое. Есть запрос, есть ответ на этот вопрос. И чем чаще, чем четче этот вопрос сформулирован, тем однозначнее будет ответ на этот вопрос. Здесь конкретного запроса нет. Я попытаюсь по итогу выстроить интерпретацию, ну и дальнейшую как бы эту в кавычках консультацию вокруг идеи о семейной жизни, деторождении там, и так далее, потому что сейчас эта тема будет очень популярна и активна, но в целом мне же конкретного запроса от этого человека не поступало. Вот то же самое и здесь. Это просто я перечисляю для того, чтобы вы видели, с чем работает астрология и с чем она может работать, на какие вопросы она может отвечать. То есть, если у человека есть затык в вопросах коммуникации, к примеру, мы сразу понимаем, ну, на что нам смотреть. И сколько всего мы можем достать из недров, грубо говоря, гороскопа, натальной карты, с тем, чтобы постараться грамотно ответить на этот вопрос. Потому что идея, допустим, коммуникации, взаимодействия с другим человеком, когда мы говорим о собственном желании, то, что у человека есть, ну вот у него что-то созрело, ему захотелось. Захотелось это про Венеру, как ему захотелось? Венера в Деве. Поговорить о чем-то серьезном, предметном, конкретном. Человек с Венерой в Деве, он никогда не будет делать, он вообще к радостям и удовольствиям будет относиться предельно рационально. Человек с Венерой в Деве никогда не будет, ну вот что называется, заниматься каким-то таким бесполезной тратой времени на веселье, радость и развлечения. Хотя, если вы прочитаете интерпретации, вот эти все общие попсовые интерпретации про львов, я думаю, там ну, практически везде будет написано, что они жизнерадостные, активные, игривые, они любят вот все вот эти ведь вещи, праздники там и так далее, и так далее. Это не про эту женщину вообще, потому что у нее Венера находится в знаке Девы. Дева — это предельно земной, материально ориентированный, рациональный знак. То, что у нее воля лоббируется именно таким смыслом, когда она хочет быть в центре этого праздника, но при этом она очень четко понимает, зачем ей этот праздник нужен. Потому что есть желания, обусловленные мышлением человека, ментальностью, разумом, рациональной составляющей. А эта рациональная составляющая, ее, Меркурий, находится под управлением Солнца. Это называется конечная диспозиция. В жизни, в карте каждого человека есть конечный диспозитор, который правит всем гороскопом. Это король психодинамики человека. И вот король для этой женщины, это действительно король, это солнце, это эго, это власть, это воля, это то, что хочет конкретно этот человек. Мало того, что хочет, он еще и видит это так, то есть интерпретирует для себя в символьно-знаковой форме. Он интерпретирует это для себя так, как ему это удобно, понятно и нужно. И вокруг этого, абсолютно вокруг этого он выстраивает все свои хотелки, абсолютно все. И не только их. Но это мы уже будем дальше двигаться. Здесь вот вы можете наблюдать цепочку по диспозиции, цепочку по владению, цепочку диспозиции. Солнце последнее, солнце в обители. То есть оно властвует над всем. В общем, очень часто львов называют эгоистами. Очень часто. Потому что конечным звеном вообще в активности, в жизни этих людей у них выступает их эго, солнце, их индивидуальность, их уникальность. Но замечу, что у каждого знака, у каждого абсолютно знака есть как, ну так скажем, субъективно, ну хотя можно, наверное, так это назвать, да, как созидательные, так и деструктивные проявления. И, конечно, когда человек приходит и узурпирует свою власть, ну это деструктивное проявление. Когда человек своей уникальностью в чем-то дарует другим возможность также раскрыть свою уникальность, вдохновляет на что-то, да, вдохновляет своей особенностью, и в рамках этой своей особенности, в этом поле, как на своей земле, как царь на вотчине своей, дает пространство и возможность для раскрытия другим,
но тогда это уже созидательный вариант реализации. Марс в Раке. Тоже довольно интересное положение. Знаки огненной группы, холерики, их часто называют решительными знаками. Ну, потому что огонь и решительность — это понятия психодинамические, они очень близкие. Но конкретно за поступок, за решение, за агрессию отвечает Марс. И когда Марс у человека находится в знаке Рака, который совсем не про агрессию, который про безопасность, который про защиту, про выживаемость, про минимальные биологические потребности, такой человек будет действовать исключительно наверняка. Это человек-перестраховщик, это тот человек, который будет проявлять свою активность и агрессию только в том случае, если он заведомо наверняка уверен в том, что его цель будет достигнута. Иначе никак. Его невозможно будет сдвинуть с места, каким бы у него, ну, так скажем, не был ну, весь остальной там потенциал его гороскопа. То есть воля, да, она в центре. Человек понимает, что он придет к этому. Но пока он не организует все условия для того, чтобы вот однозначно все пошло исключительно так, как ему нужно, он будет ждать, он будет, так скажем, готовиться, ну, ждать момента, психологически подгадывать, ну, вот, и все вещи, в общем-то, с этим связаны, они здесь будут иметь место быть. То есть это вот интерпретация поведения, активности, так скажем, вот этой женщины. Я думаю, что то, что вы уже сейчас успели прослушать, это было только 5 планет, практически без учета домов. Вы уже примерно представляете себе, что это за человек, и если вы знаете историю становления отношений, того, что происходило в семье королевской после становления этих отношений, то, что с ними сейчас происходит, если вы все это знаете, об этом читали, вам это было интересно, мне кажется, что, но вы не видели гороскоп, не знали вот того, что я вам сейчас описал, мне кажется, что сейчас для вас эта картинка уже видится немножко по-другому, так скажем. Двигаемся дальше. Это ведь еще не все. Это далеко не все. Социальные планеты. Пятерка личностных планет, она характеризует наши, так скажем, наиболее понятные и естественные части психологии, и не только психологии, это сразу сужение характеристики, потому что, допустим, про физическое проявление в большей степени про это Марсом, да, про то, как женщина красится, грубо говоря, это Венера, про то, как человек конструирует свои слова, мысли, идеи, это Меркурий, но при этом то, как он говорит, то, как он жестикулирует, там, к примеру, да, снова Марс, то, насколько он в плане вот своей энергетики влияет на окружающих, это, конечно же, Солнце. То, что люди на каком-то таком вот активном, на публике, на каких-то таких в условиях, когда им нужно быть настороже, то, что они не проявляют, это в большей степени про Луну. Но опять же, здесь у всех Луна тоже очень по-разному работает. И вот в частности у этой конкретно женщины Луна, она вообще очень и очень интересная. Сатурн и Юпитер — это планеты социального порядка. Их познает человек только тогда, когда он начинает соприкасаться с окружающим. Первичными проводниками для понимания того, что есть Сатурн, что и Юпитер, что есть их символизм, для человека становятся, конечно же, родители. То есть это идея поддержки какой-то такой определенной. И социум в этом смысле, он, все-таки по большей части, он ближе к массовости, а соответственно и бесполости какой-то такой, бесполости в плане гендерных различий. Хотя эти планеты тоже разделяют. То, что касается, допустим, Сатурна,
это закон, табу, ограничения. То, что касается Юпитера, это поддержка, то, где человек может получить, ну, как это в народе говорят, халяву. То, что одобряемо. С Юпитером также соотносит мораль, нравственность. С Сатурном соотносят законы, то, через что человек не может переступить. Вот. И интерес здесь в том, что, ну, многие люди, очень многие люди, прежде чем, так скажем, погрузиться в астрологию, в большей степени, наверное, астрологов касаются, задаются вопросом, можно ли как-то вытащить из гороскопа, то хороший или плохой человек. Нет, нельзя, потому что понятие хороший и плохой у каждого максимально субъективно. Понятие нравится, не нравится предельно субъективно, а уж то, что касается каких-то морально-нравственных вещей, ну это так вообще. Кроме того, Сатурн как некая конструкция, которая есть чувство вины или же ответственность. Юпитер как поощрение со стороны общества или же жизненная философия человека. У каждой планеты у нее есть идея, принцип, точнее говоря, интериоризации или экстериоризации. Вот, допустим, с возрастом предполагается, что человек в меньшей степени становится по жизни виноватым и в большей степени становится по жизни ответственным за то, что с его жизнью происходит. То есть человек дотягивается до уровня Сатурна, когда это общественная планета, то есть до этого ему окружение рассказывало про вину, где он прав, не прав, что можно, что нельзя. Но потом с возрастом он приходит к тому, что как бы я уже сам для себя понял, что я ответственен за вот эти все вещи, то есть здесь я буду так делать, потому что такой результат, так я не буду делать. Это для меня приемлемо, это неприемлемо. Это границы. Сатурн это еще и про границы, в том числе социальные, и личные, и физические там, и так далее. Юпитер в этом смысле, он про поощрение. То есть, когда сначала человеку говорят, что там старшим место уступать там, и так далее, это про одни вещи, то, что касается морали, нравственности. А потом этот человек является сам проводником морали и нравственности, философии жизненной. И, ну, тут я тоже думаю, вы понимаете, что люди все живут очень по-разному. Для многих людей до конца жизни Сатурн и Юпитер остаются экстериоризированной планетой на каких-то там значимых взрослых, да и не только Сатурн и Юпитер, на самом деле и Солнце, на тех людей, которые там с ними что-то могут сделать, как-то организовать им хорошо, приятно их жизнь там и так далее, чтобы для них было хорошо.